марте 2025 года на платформе Roblox появилась новая игра 99 ночей в лесу. На первый взгляд обычная выживалка, но уже через несколько дней после релиза она взорвала интернет, побив все рекорды по онлайну. Созданная одним человеком, разработчиком по имени Крики 4, игра была сделана всего за несколько недель. Никто не ожидал, что этот скромный проект станет мировой сенсацией. Чтобы понять, как это произошло, как одиночный разработчик смог создать одно из самых популярных произведений Roblox, нам нужно вернуться в самое начало пути Крики 4. Историю человека, который однажды решил сделать игру и навсегда изменил Roblox. Один человек, один компьютер и огромное желание сделать что-то по-настоящему уникальное. Так появился Крики 4, разработчик, который прошел длинный путь от простых мини-игр до создания одной из самых популярных выживалок Roblox. Его путь начался задолго до 99 ночей. Это был 2014 год. Roblox еще только начинал превращаться из песочницы в настоящую платформу для разработчиков. Среди тысяч начинающих создателей появился один парень под ником Крики 4. Человек, который мечтал не просто делать игры, а рассказывать историю через них. Его первая попытка — Defenders of Roblox. PlayRock — это маркетплейс игровых товаров и услуг с более миллиона отзывов. Рейтинг 5.0. Здесь тысячи продавцов, у которых купить донат, аккаунты, валюты, ключи и предметы в своих любимых играх. А если тебе понадобится пополнить Steam, то PlayRock — это лучшее место, чтобы это сделать. 400 робоксов стоит каких-то 499 рублей. Заполняем данные, и через 5 минут робоксы стоят на твоем аккаунте. Также у них в ТГ-канале часто проходят розыгрыши. Ссылка на покупку в описании. Переходи и покупай по лучшим ценам. Его первая попытка — Defenders of Roblox, игра, где игроки защищали базу от волн врагов. Простая графика, грубая анимация, но в ней что-то было особенное. Душа. Каждая волна врагов, каждый клик, и будто первый шаг к чему-то большому. Потом появился Icebreaker. Веселая, динамичная аркада, где нужно было замораживать противников и спасать союзников. На этот раз все выглядело куда профессиональней. Крики 4 учился, развивался, ошибался и снова вставал. Игра взлетела. Впервые сообщество Roblox заговорило о нем. Но никто и подумать не мог, что этот парень нечто, что перевернет представление о Roblox играх навсегда. 2019 год. Крики 4 выпускают Break-In Story, игра, где впервые Roblox перестал быть просто платформой, а стал настоящим интерактивным фильмом. Сюжет, персонажи, эмоции, опасность, каждый выбор игрока влиял на происходящее. Для Roblox это было что-то новое, почти революционное. Люди не просто играли, они переживали историю, смеялись, боялись, теряли друзей. Все это в кубическом мире, созданном одним человеком. Помните, как в том году все играли Break-In? Каждый сервер был забит. Кто-то спасался, кто-то шутил, а кто-то просто паниковал, когда гас свет. А я тоже играл. И честно, это было что-то невероятное. Каждый раз, когда начиналась ночь, я реально чувствовал страх, но при этом ловил настоящий восторг. Та самая атмосфера, когда ты не просто играешь, а будто живешь внутри истории. Тогда еще никто не знал, что именно с этой игры начнется путь к чему-то гораздо большому. Break-In стал символом новой эры. Эры, где игра может быть не просто развлечением, а опытом, который оставляет след. А потом вышел Break-In 2, больше персонажей, глубже сюжет, новые локации, катсцены и выборы. Крики 4 стал легендой Roblox. Но с каждым успехом росло давление. Никаких новостей, никаких анонсов. Поклонники строили теории. Гадали, неужели все кончено? В марте 2025 года никто не ждал и никто не знал. И вдруг в списке новых игр Roblox появляется странное название 99 ночей в лесу, без трейлеров, без рекламы, без громких заявлений. Просто игра. Обложка — силуэт человека в тумане. В описании всего 3 слова. How long can you survive? С первого взгляда обычная выживалка. Ты просыпаешься в заброшенном лагере посреди огромного леса. Вокруг ни души, ночь очень длинная, а лес очень живой. Каждый звук в темноте может быть твоим последствием. Никаких привычных интерфейсов. Крики 4 сделал ставку на атмосферу, на страх, который не требует монстров, а рождается из тишины и ожиданий. Игра будто бы разговаривает с тобой, но не словами, а звуками, светом и тьмой.
Каждая ночь испытание, каждый день шанс выжить еще чуть-чуть дольше. Но чем больше ты живешь, чем больше меняется сам лес, погода, звуки, даже тени, все будто следит за тобой. Крики 4 добавил уникальную механику, динамическую систему ужаса. Чем дольше ты живешь, тем сильнее игра давит на психологически. Свет тускнеет, звуки становятся ближе, и ты начинаешь сомневаться, что все это просто Roblox. И это сработало. За первые 72 часа после релиза 99 ночей в лесу зашло более 10 миллионов игроков. YouTube и TikTok заполнились роликами с реакциями. Я не спал всю ночь. Самый страшный Roblox хоррор. Это невозможно, сделал один человек. Все это результат многих лет опыта. Крики 4 использовал все, чему научился в Breakin, но сделал игру без катсцен, без диалогов. Вообще без слов. Только эмоция и атмосфера. С момента выхода прошло уже много времени. Релиз состоялся еще в марте. Но 99 ночей в лесу до сих пор удерживает онлайн более 2 миллионов игроков ежедневно. Для Roblox это почти невозможно. Большинство игр теряет интерес уже через пару недель после релиза, но этот проект исключение. 99 дней в лесу стало чем-то гораздо большим, чем просто хоррором. Игроки возвращаются снова и снова, замечая детали, которые не видели раньше. Новый шорох вдалеке, силуэт между деревьями или свет фонаря, мигнувший там, разборы, теории, стримы, фан-анимация. Кто-то ищет скрытые концовки, кто-то спорит о смысле надписей на стенах, а кто-то просто включает игру, чтобы снова почувствовать то же самое напряжение. Крики 4 поддерживает проект очень бережно. Каждое обновление не просто новый контент, а кусочек истории, добавленный в огромную мозаику. Он не объясняет ничего напрямую, он лишь подбрасывает новые загадки, и именно это заставляет игроков возвращаться. Сообщество вокруг игры выросло до огромных масштабов. На Discord сервере обсуждают догадки, фанаты рисуют арт, создают свои интерпретации, а контент-мейкеры соревнуются, кто первым найдет новый секрет или пасхалку. 99 дней в лесу уже давно вышли за рамки Roblox, это стало явлением культуры. Истории о страхе, одиночестве и человеческом воображении. Проект, созданным одним человеком, сумел объединить миллионы игроков по всему миру. 99 ночей в лесу стала не просто игрой, она стала явлением. Люди обсуждали ее теории, находили скрытые послания, искали тайные концовки и даже настоящие координаты леса из игры. Крики 4 снова сделал то, что делает лучше всего. Заставил миллионов людей чувствовать. Он не просто сделал игру, он создал легенду, которая напомнила всему миру, что даже одна искра таланта способна осветить весь лес. А я тоже хочу, чтобы мою искру заметили. Я делаю самый большой Roblox Discord сервер в СНГ, так что ставь лайк и залетай к нам. Там все только начинается.